Добрый день, меня зовут Теличев Евгений, я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков – любимый город». Сегодня 14 мая 2022 года. Мы находимся в подвальном помещении 16-этажного здания в городе Харькове. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что считаете нужным. Добрый день, меня зовут Андрей. Я харьковчанин, живу здесь с рождения, родился здесь же, проживаю здесь же, учился здесь же и, в принципе, все свое свободное рабочее время провожу здесь, в Харькове. По сути, наверное, отсюда я, кроме как на отдыхе, никуда не выбирался. Расскажите, где вы учились, как вы провели детство, какое у вас образование, хобби? Мгм. Детство я родился в одном из роддомов Харькова. Все детство провел в общежитиях авиационного завода. Там мы жили, поскольку оба родителя у меня работают на авиазаводе, работали до недавнего времени. В садик также ходил. Это вот по району у нас Павлово поле. В садик ходил же там же от авиазавода. Далее школа. Школа также была в том же районе. Закончил английскую школу в Харькове. Позже мы переехали жить на Алексеевку. И далее начался институт. Я закончил Национальный аэрокосмический университет, который называется ныне. По-старому это Харьковский авиационный институт ХАИ. Ну а далее, после института, работа. По специальности, к сожалению, поработать не удалось, поскольку уже у нас самолетостроение переживало тяжелые времена. Но при этом у меня специальность компьютерной системы и сети. И компьютерный мир стремительно развивался, и первая часть моей жизни рабочая была связана, собственно, непосредственно с компьютером. Вот как бы краткая история, наверное. Расскажите о своей семье в настоящее время. На данный момент у меня двое родителей, мама, папа. Они живы-здоровы, слава богу. 24 февраля остались оба без работы, поскольку наступило у нас такое время. Находятся дома, понемножку перестали бояться всего, что происходит, начали на прогулки выходить, ходят, гуляют, пытаются возвращаться к обычной жизни, если, в принципе, это можно назвать. Но пока дальше округи своего дома и района они не выбирались, хотя очень хочу, чтобы куда-то пошли, поехали просто погулять либо отдохнуть, но вот они предпочитают оставаться дома, оставаться здесь на Алексеевке. Уехать они никуда не захотели без нас. На данный момент даже уже и не хотят уезжать. Им комфортно, они смогли адаптироваться более-менее, как это насколько возможно. Вот родители мои вот так. На каком языке в повседневной жизни вы разговариваете, смотрите телевизионные программы и какие книги читаете? В повседневной жизни всегда разговаривал на русском, поскольку, в принципе, школа и все люди вокруг с самого детства разговаривали именно на русском. Но при этом абсолютно спокойно я могу разговаривать на украинском, на английском. И, собственно, относительно выбора фильмов, книг не ограничивается каким-либо языком. Думаю, размышляю на русском. Мне проще, привык, ну и всю жизнь как бы с этим языком, на этом языке общаюсь. Как для вас прошел 2021 год? 21 год впервые был действительно, когда уже никуда не нужно было спешить, ты расслабленный, наверное, стал взрослым. И этот был год, который наконец-то ты делаешь то, что тебе хочется. Мы
с семьей очень много провели времени на отдыхе. 45 дней лета мы провели за городом, катаясь по озерам, устроили свой кемпинговый городок. Мы палаточники-походисты. Объездили практически все леса вокруг нашего родного города, все озера. Ни одного дня не могли сидеть, чтобы куда-то не поехать, что-то посмотреть. И можно так сказать, что очень много просто всего хотелось в 2011 году сделать еще больше в следующем. Очень много возникало планов, поскольку уже семья стабилизировалась, все стабилизировалось, работа стабилизировалась, но мы, в принципе, и готовились. Мы хотели как можно больше времени проводить в путешествиях. И вот 2011 год это была как раз проба нашей жизни за городом, в походах, в лесах, с палатками, на речках, на озерах. Как-то такой был год, в основном запомнился только лишь именно отдыхом, туризмом и, наверное, вот спортом. Мы обзавелись велосипедами, мячами футбольными, баскетбольными, бадминтоном. И вот такой вот был год. Больше о нем и меньше сказать нечего. А что вы делали за день до начала войны? Это был праздничный, в принципе, день. И не делали ничего. То есть было какое-то праздничное настроение, поскольку все поздравляли. Вечером очень хотелось увидеться с ребятами. И для меня это все-таки мужской действительно праздник, который провести вот в кругу мужиков, друзей, пообщаться, порассказывать истории, которые они должны слышать жены. И, в принципе, до наступления, наверное, самого дня, то есть мы проводили в праздничном настроении. Я не знаю, как говорить свои планы, не говорить, я могу все, что я думаю, да? Со своими эмоциями, с переживаниями. Тяжело сейчас просто пописывать, потому как все совпадает с событиями нынешне происходящими. Вот, постараюсь отвлечься. Это был обычный день 24 февраля, который каждый раз в жизни ты ждешь, потому как тебя девушки, женщины, жены, мама будут звонить, поздравлять. Это праздник. Это был праздник, и мы его и праздновали. Мы ближе к вечеру начали встречи с друзьями. Было очень много встреч, очень в разных местах. Просто был день гуляния, день для себя, который перешел вечером уже в посиделки друзей, в отмечания. И вот за столом произносились тосты, которые вообще совершенно никак не были, и никакого было намека о том, что на следующий день совершенно все будет по-другому. Вот такое. Семейная традиция праздновать 23 февраля у вас есть, и как вы относитесь к этому празднику? Поподробнее можете рассказать? Устоявшейся традиции особенно как-то отмечать не было, но всегда 23 число начиналось с поздравлений. Меня, папу, в первую очередь, самые первые, кто поздравляли, это бабушка. Она просыпается раньше всех, она живет рядом с Харьковом, небольшой городок Волчанск, встает раньше. И вот первые были поздравления от бабушки всегда. Меня, папа. Они сопровождались обычно какими-нибудь подарками, которые заведомо бабушка передала маме, они спрятали. Далее второй человек – это близкий человек, жена, которая всегда поздравляет с Днем Защитника Отечества. И мама. Мама нас тоже поздравляет. Как таковых застолий у нас было не принято. Мы в основном в любом случае встречали, заходили, папу также поздравляли. Особенных не было.
устоявшейся традиции, обменивались, вот нам дарили подарки. Мне и папе дарили все подарки. Были ли у вас какие-нибудь планы на 24 февраля 2022 года? Был план просто лежать и ничего не делать. Это вот тот день, который был запланирован. Мы объективно понимали, что мы будем праздновать вечером, что мы будем очень долго гулять с друзьями, возможно, до самого утра. И был один план – это просто отдыхать и ничего не делать. Смотреть целый день телевизор, любимые сериалы, пойти куда-нибудь на прогулку. Если кто-то останется живой и отдохнувший, в принципе, наверное, продолжить вечером встречи, знакомства, застолья. Вот это был план. Это был план на 24 число. Как вы восприняли известие о начале войны и как вы об этом узнали? Мы узнали, мы как по будильнику проснулись рано утром от того, что мы услышали взрывы. Услышали взрывы, мне сразу стало понятно, что происходит. Без всяких каких-либо посторонних догадок, мыслей, утешений, я объективно сразу понял, что это война. Это война. Сразу понял, что на нас напали. Я знал, что это ракетный удар. Знал, что сейчас у нас начнется цепь, набор событий, которая была написана во всех учебниках, которая происходила по миру, и не было ни сюрпризом, не было никакого удивления. В 5 утра просто вот по взрывам все стало понятно. Мы проснулись. Рассказывать тоже, да, можно? Если углубляться, ничего страшного будет. Да. Мы проснулись, взрывы были довольно-таки сильные, очень сильные, и очень было понятно, что это не просто где-то произошло какое-то случайное событие, либо несчастный случай. По всему моему опыту института и опыту жизни я объективно понимал, что по нам наносят ракетные удары. И сейчас только лишь вопрос, насколько это будет сильно и куда, в первую очередь, где будет опасность, где будет угроза, куда будет наноситься. Но мы спокойно встали, и в принципе об этом мы думали, что это будет. Мы размышляли, мы прогнозировали, поскольку все события к этому шли, и уже был заготовленный набор событий. Не знаю, может, у меня изначально было мышление фаталиста, человека, который ждет какую-либо катастрофу, и, возможно, воспитание от дедушки, который автомобиль всегда готовил в поездку вперед, на будущую поездку, а не ремонтировал поломки по факту. Автомобиль был готов, он был расчищен от снега всегда до войны, даже без предостережений. Я это делал каждую зиму. Автомобиль был готов, и когда мы услышали будильник, когда мы проснулись и началась война, первым делом я взял из дома теплый заряженный аккумулятор, спустился вниз, запустил автомобиль, жене сказал собирать необходимые вещи. Она знала, что собирать. Мы с палатками готовы были собраться буквально за 30, за час, максимум полностью весь комплект, все, что нам нужно, и поехать на отдых, чтобы не тратить там лишнее время по магазинам, по сборкам. Спустился, запустил автомобиль, и один из первых вышел на улицу, и тишина. Первое – это тишина. С одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. Стало понятно, что удары дальше не продолжаются. Запускалась машина, и вот я увидел вот это утро 24 числа, которое ни с чем, это вот катастрофа. Это вот я вышел на улицу первый, а где-то минут через 20, через 30 начали выбегать люди с сумками, с вещами, прыгать в машину. Подошли двое молодых людей, которые растерянно просто ходили вдоль дома, смотрели по сторонам, подходят, спрашивают, там, доброе утро,
Скажите, пожалуйста, вот как они очень робко, припинаясь, они не понимали, как задать вопрос. И вопрос состоял, что с вашей точки зрения происходит, и вот что вы будете делать сейчас. На что им сказал, говорю, ребят, первым делом позвоните, успокойте родных. Сейчас ничего не будет сверхъестественного, есть затишье, успокойте родных, а далее смотрите обстановку, узнавайте, смотрите телевизор, включайте, читайте новости. Нужно понять, что сейчас будет происходить. Это война. Как она будет течь, как она будет происходить, неизвестно. Но вот в первую очередь позаботьтесь о родных. Ну и далее просто уже началось немножко вот утро последовательности событий, сбора вещей, связи со всеми друзьями, со всеми знакомыми, с родными в первую очередь. И вот, наверное, в районе обеда впервые уже непосредственно телевизор, новости, чтобы понимать, что происходит. Вещи все приготовили, ко всему готовы, но теперь нужно было узнавать, что делать. Бежать, не бежать, уезжать, не уезжать, уходить, не уходить, прятаться, не прятаться. Вот этот день 24 числа. Что, в принципе, вечером происходило, я не знаю. Ну, ближе к вечеру, скорее всего, уже паника всех родных о том, чтобы уезжать. При этом уже стало понятно, что ехать, во-первых, не стоит, потому как, ну, как во всех фильмах, как во всех американских фильмах, я знал, что это будут огромнейшие пробки километровые. Ну, уехать просто не получится. И здесь уже просто вечер сбора информации, подготовки до упаковки каких-то вещей, вспоминания, что может понадобиться. Да, совершенно забыл тоже день. Он, в принципе, он превращается как... Ты ходишь на работу, приходишь с работы, встречаешься с друзьями, гуляешь с родными, чем-то занимаешься, и эта цепь событий, она как бы обычный монотонный день за дня в день. А здесь за один день у тебя происходит просто миллион событий. Это зима была, светло и солнечно стало чуть-чуть попозже, и когда все вещи были как бы по дому, все сделано, все собрано, машина была готова. Первое, я занялся тем, что рюкзаки с необходимыми вещами на всякий случай, чтобы были во всех местах, где вот они могут понадобиться. То есть в первую очередь в автомобиль, чтобы не тратить время, если что-то произойдет, чтобы мы сразу сели, поехали. На всякий случай в гараж, если придется убежать к родителям. И вот я пошел на прогулку и увидел вот этот утренний холодный город с началом войны, когда просто вокруг, в принципе, наверное, хаос. И хаос, и не хаос. Потерянные люди, ты идешь, ну, непонятно, что делать, как. Ты идешь привычной дорогой, ты знаешь все эти дороги с детства, ты здесь ходил, гулял, а ты идешь, ты совершенно идешь по новому миру. Мир, который вокруг, он поменялся, ты его не знаешь, что произойдет, что будет. И идешь, и все люди, ты смотришь на людей, а они смотрят на тебя с вопросом, что делать. Что это вообще случилось, что произошло, но ты идешь с миссией, ты одел рюкзак, ты взял какие-то вещи, и ты идешь, потому что тебе сейчас нужно выполнить определенный набор задач, определенный набор целей, и в первую очередь задача сделать все правильно, насколько это возможно, быстро, правильно и эффективно. Был ли у вас собран заранее стрелочный рюкзак? И что вы в него положили? Собран нет. Понятия не было никогда такого именно рюкзака. Он всегда рядом в жизни было, что вот люди собирают рюкзак. То есть либо собирают сумку, в которой вот будет набор вещей, спички, зажигалка, там какие-то веревочки. Этого всегда в жизни было много вокруг, этого всего много показывали, много собирали, но у нас такого не было. Поскольку семья все-таки, которая путешествует и в походы, у нас
и семья, которая хочет максимально времени провести в походах, у нас изначально были систематизированы все вещи, которые в гараже, к примеру, все палаточное, весь набор палаточного оборудования, походного оборудования, палатки, спальники, карематы, мангалы. Абсолютно все ровненько сложено для того, чтобы можно было очень быстро, если мы сейчас нас пригласили на озеро, чтобы мы могли туда заехать, буквально все вот положить привычными движениями в машину, сесть и поехать. То есть это вот первый был абсолютно большой плюс, и, наверное, это даже не тревожный чемоданчик у нас был собран, а у нас было собрано все для укомплектования машины на абсолютно любые случаи, на любые дальние поездки. Поскольку я инженер, у меня были всегда отдельно чемоданчики электроники с заряженными аккумуляторами, с готовыми зарядками, пауэрбанками, освещением, опять-таки для походов. Эти все чемоданчики были дома, они были готовы, они были укомплектованы, этого было всего много. Абсолютно всех фонариков, все есть. Далее, поскольку зима и тебе делать нечего, ты не особо куда-то ездишь на отдых с палатками, мы ходили по магазинам, и где какие-то акции на товары из разряда крупы, консервы, что-то вкусненькое, что-то интересное, мы покупали на лето. Чтобы оно было, чтобы вот просто дома опять-таки взял, и через полчаса ты оказался где-нибудь через часик уже на озере с друзьями, и не терять время на магазин. И мы остались с большим запасом продуктов. Как оказалось, то есть были все крупы, были все консервы, все, что вот собирали для палаточного летнего отдыха и походов, опять-таки мы были в этом плане спокойны. По вещам мы также с женой всегда знали, что нам понадобится. Отдельно были комплекты вещей для похода, отдельно комплекты вещей для палаток, отдельно комплекты вещей для у кого-то переночевать, куда-то поехать в гостиницу остаться, пойти в гости. Это все было, это было очень легко. По сути, в принципе, мы собрались, наверное, за час, за два, были полностью уже мобилизированы. И 24 числа целый день остальной был уже свободный для решения других задач. И вот, наверное, по поводу тревожный чемоданчик. Он был, но он не тревожный. Это вот просто, наверное, собранный, систематичный. То есть он не требовался. Единственное, да, потом уже размышляю, что много всего, конечно, не сделали, поленились, не собрали там какой-то аптечки необходимой, чтобы это было. Но она была как бы на первые какие-то задачи. Но вот с точки зрения того, что произойдет война и произойдет вот эта катастрофа, этого, да, не было. Тут вот минус. Наверное, все-таки тревожный чемоданчик в плане такого, чтобы ты его рюкзаком взял, одел, и тебе больше ничего не понадобилось, вот этого не было. Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля 2022 года? С одной стороны, осталось все как и есть. Мы также находимся дома, живем дома. Наверное, поменялась только лишь работа. И поменялись просто... Наверное, домашний быт. Да поменялось все, все поменялось. Как-то живем как жили, засыпаем, просыпаемся, смотрим сериалы, читаем книги. Питание ничего не изменилось, текущие домашние задачи не изменились, встречи с родителями, с близлежащими друзьями, которые живут, не изменились. Но изменилась работа, конечно, и изменились текущие задачи. Если раньше, в принципе, тебе необходимо было там выполнить какие-то задачи по работе, то сейчас каждый раз тебе очень много задач, которые нужно сделать, выполнить. Ты по-другому выходишь на прогулку. Ты совершенно по-другому перемещаешься по квартире.
Ты совершенно по-другому уже с кем-то контактируешь, потому как жизнь поменялась. Жизнь поменялась полностью. До 24 числа все было по-другому. Ты даже сам просто был где-то медленнее, в других вещах быстрее. Что-то делал вот так вот, что-то не делал вот так вот, потому как было там лень. Либо наоборот, был задор, и ты что-то делал больше, что не нужно даже было чем-то заниматься. А здесь 24 числа совершенно все по-другому стало. Просыпаешься, как просыпался. А, Двигаешься, как двигался, но день совершенно уже по-другому идет. Все идет по-другому вокруг тебя. А, И ты начинаешь каждую вещь понимать, нужна она тебе сейчас или нет. Нужно этому уделить внимание, значит, этому нужно уделить внимание. Если необходимо какое-то техническое обслуживание, просто начиная от крана, заканчивая велосипедом, автомобилем, ты это делаешь сразу. Уже объективно понимаешь, что нельзя отложить. Нельзя отложить никуда сейчас максимально, пока тихо, пока вот есть возможность сделать, подготовиться. Непонятно к чему, конечно, но вот максимально сделать все вокруг, чтобы оно работало, приносило пользу и работало в данный момент на тебя. Чтобы ты просто взял с полочки, что тебе необходимо, и оно тебе помогло в выполнении какой-либо задачи, либо что-то сделать. Ну так. Расскажите о распорядке вашего дня в условиях войны, чем вы обычно занимаетесь? Распорядок военного дня, наверное, ничем не отличается сейчас на данный момент до того, как до войны. Мы точно так же просыпаемся, точно так же кушаем, точно так же мы ближе к вечеру выходим гулять на прогулки. Мы максимально стараемся больше времени проводить на свежем воздухе, потому что нам это нравится в первую очередь. А вечер весь наполнен, ну, если ранее это только лишь были сериалы, то вот в распорядок дня вот, четкое изменение, которое я могу обозначить, как только ты спокойно дорываешься дома до телевизора, до компьютера, вечер наполнен тем, что вот посмотреть новости, посмотреть обстановку, почитать, что где изменилось, что где происходит. Ну а далее все точно так же. Мы поначалу, да, телевизор в первые дни войны был вот только лишь новости, информация, контент, весь абсолютно связан для понимания обстановки, для обучения тому, что сейчас вообще происходит. Но потом в один прекрасный момент мы поняли, что все, всю информацию мы уже в себя впитали, всему сейчас мы научились, и мы поняли, что происходит, что с обстановкой вокруг, как это есть, и уже просто захотелось смотреть дальше сериалы, смотреть фильмы, уже не настолько много получать информации о происходящем все вокруг, потому как уже, в принципе, иного нечем нас будет удивить. И вот распорядок дня как бы, в принципе, тот же самый. Точно так же там в первой половине дня ты решаешь задачи по работе. Единственное, раньше как бы там, работа могла занимать до вечера, и время, и мысли, и действия, то сейчас где-то вот с 2-3 часов дня ты уже полностью свободен, город вокруг замирает, ничего абсолютно не происходит, и уже ты занимаешься чем-то хозяйственным домашним. Проводишь дома, что-то делаешь. Вот распорядок дня, наверное, я бы, если взять меня с женой, с семьей до войны и взять сейчас, наверное, не поменялось ничего. Возможно, чуть-чуть даже уже больше стали спать. Усталость. Накопилась какая-то определенная усталость, но присветило солнышко, и опять-таки просыпаешься рано утром. Тот же самый распорядок дня. Все остальное вот в других событиях, действиях поменялось. Поменялось ли у вас восприятие времени и пространства? Да, да, с первых дней совершенно это просто даже без тебя не стало календаря, не стало дней, там, четверг, пятница, суббота, их не стало. Ты можешь целый день проходить с мыслью о том, что сейчас вторник, и ты такой вообще, как бы, в принципе, да, воскресенье, уже даже выходные прошли. Угу. Поначалу было исчисление днем, день войны какой идет. Не интересовало ни дата, ни день, даже, в принципе, и время по часам.
не интересовало, то есть день войны. Но потом и дальше это отчисление ушло куда-то вслед за исчислениями днями и датами. Не задумываешься о том, что сегодня там, четверг, там, либо вторник, либо обычно в пятницу, как бы ты готовился к выходным, чтобы там, устроить, пригласить кого-то в гости, пойти в гости, проведать какое-то мероприятие. То сейчас вот изо дня в день, вот что сегодня получится сделать, получится кому-то пойти в гости, вообще отлично, этого вот очень не хватает. Там, сегодня целый день хочется поспать, при учете, что это там суббота, и вроде бы раньше нужно было какое-то устроить мероприятие, сходить куда-нибудь, прогуляться куда-нибудь. Здесь ты просто день можешь проспать, и тебя абсолютно не интересует. Это суббота, это четверг, это вторник. То есть действуешь так, как вот сейчас по твоим силам, по настроению, по умению. И время. Время тянется очень долго, стало тянуться. Если раньше месяц мог пролететь и такой, уже 8 марта, ого, то только ж вот буквально как бы там Новый год перестали праздновать, а здесь уже как бы там любимых нужно поздравлять с праздником, искать цветы. И сейчас совершенно по-другому. Сейчас 2,5 месяца войны, наверное, я это проживаю по ощущениям, наверное, год. Наверное, год. Настолько наполнено событиями, вот, настолько все долго, и одна неделя, она действительно, как бы там, наверное, превратилась чуть меньше месяца по ощущениям. Каждый день, вот, и гораздо больше событий в день происходит, либо ты на них обращаешь внимание больше, чем раньше. То есть ты мог на неделю там, когда там много работы, ты мог неделю проработать, и такой, сегодня уже понедельник, где, куда делись выходные. Сейчас этого не происходит, сейчас каждый день это вот, это долгий, длинный день, и завтра нету такого, что там через 2-3 дня, там через 5 дней, через 7 мы там пойдем в гости, там, либо через неделю, через 2 мы куда-то поедем, либо у кого-то будет день рождения. Настолько ты не думаешь вперед даже. То есть просто вот как бы сегодня, все завершили, скоро будет комендантский час, что-то дома будем делать. Вот. А что завтра, как завтра? Перестала вот мыслями исчисления. Добавила погода, только лишь начало теплеть, вот погода добавила какое-то исчисление, уже ориентируешься просто на погоду, там будет тепло, значит будем гулять. А будет прохладно-холодно, значит как раз вот пора там заняться какими-то домашними бытовыми вопросами, что-то сломалось, что-то починить, отремонтировать. Но как бы сказать, что там вот там позавчера я делал и это, ой, а я помню тогда делал это. Нет, вспомнить каждый день можно. Это все вспоминается, но вот четко исчислять этими днями, вести какую-то хронологию и понимать, что там на 25-й день, на 30-й день войны было то-то, уже это ушло на второй план. Уже нету там исчисления днями войны, тоже нету. Нету исчисления там, вот месяц сейчас идет май. И если раньше ты понимал, надо в мае тебе как-то там быстро побегать, завершить работу, подготовиться, чтобы освободить себе максимально много времени на теплую погоду для отдыха, для путешествий, для походов. А сейчас этого нет. Не планируешь ничего на лето, не планируешь ничего на осень, не думаешь ни о какой одежде, ни о покупке там каких-то вещей, которые тебе непосредственно нужны на лето, на теплую погоду. Этого нет. Сейчас вот что есть, то хорошо. Что там будет, завтра проснемся и пойдем как бы добывать, делать, сооружать. Вот такое вот происходит. Вам снятся сны и о чем они? Да, со снами интересная штука была, что поначалу войны, они были обычные, как всегда, ничего в них сначала не поменялось, а потом с течением времени, чем больше мы начали непосредственно уже находиться в каких-то событиях и видеть, все сны в основном снятся уже про войну. Также также тебе снятся друзья, какие-то снятся города,
какие-то снятся люди, как это и раньше было, но все декорации вокруг всех этих снов, это все вот уже в рамках войны и во сне, само даже происходящее, это вот, ну, как и живем, в принципе, война, так и вот во снах все те же, вот все, что снится, это все вот с тематикой войны. Были ли у вас позитивные моменты в последнее время, с которыми вам хотелось бы поделиться? Яркого не было ничего. Мы сами по себе, мы улыбаемся, мы всем всегда скажем, что все хорошо, мы победим, все отлично, солнце светит. Но каких-то ярких моментов, как вот сюрприз какого-то подарка, встреча с каким-то человеком, нет. Эмоции вместе, как и эмоции первого страха и ужаса, заглушались. И я вот по себе ощущаю, что эмоции и восхищения, радости, и смеха от какой-нибудь истории, от хорошего анекдота, от шутки, они точно так же сходят немножко на нет. Очень яркое было событие, да, и вот им, наверное, поделюсь впервые за общее время. Не хватает общения, и как-то просто незапланированно позвонил одноклассник, выйти на связь. Мы здесь устроили видеочат. И вот это да, то есть ты с людьми, у нас была в планах встреча одноклассников в этом году, 15 лет, сколько, да, прошло после школы уже, даже, по-моему, больше, и вот хотели встретиться. А здесь просто вот собрались в видеочате, человек 6-7, время пролетело, ну, оно и заметно, мы долго, мы 3-4 часа без подбирания слов, без скучноты, мы просто вот смеялись со всего, что можно, стебались друг с другом, как будто сидели за партой. И вот этот вечер был просто отвлечением от реальности. Совершенно, то есть ты ни одного даже не было ни мысли, ни воспоминания об обстановке. Ну как, обстановка она есть вокруг, но имеется в виду, что ты вот оп и отвлекся, как будто ты вот сел за стол хорошего такого вот мероприятия, когда все вот цель одна, чтобы сегодня вечером как бы вот скушать все, что вкусное, выпить все, что пьется, и просто вот до последнего, до финального, чтобы никто не сдавался, не ушел там домой, не ушел спать, никого не загнала жена, что вот давайте вот так. Вот это вот яркое было событие. По остальным другим нет. Как-то все заглушилось. То есть ты видишь человека, да, объективно ты его не видел, ты говоришь ему, что я тебя рад видеть в добром здравии, где-то ты объективно понимаешь, хорошо, что все живы, целы, хорошо, что рядом всего, в принципе, остается пока на своих местах, не критично страдает, но такого восхищения, что вот увидел, нет, это все заглушилось, потому что объективно, ну, ты сейчас уже смирился и понимаешь, что произойти может завтра и сейчас, вот вечером, все что угодно. Эмоции стали меньше. Не сказать, что накапливается что-то радостного, не сказать, что точно так же накапливается негативного. А негатива нету как такового от того, что происходит. Как-то все это заглушилось. Такое впечатление, что вот тебе дали таблетку настроения. И все. То есть, как бы, если раньше были всплески, там очень радость, ого, еги, там где-то какое-то мероприятие, сейчас это все вот немножко на притупленных чувствах. И точно так же все чувства, которые могут возникнуть, там, раздражение, злость, либо просто даже те же тяжелая беседа, разговор, когда что-то надоело и кому-то нужно об этом сказать, они уже проходят более монотоннее. Наверное, эмоции за день. Их много происходит всяких разных эмоций и настроений за день больше. Их за день стало гораздо больше, чем было до этого. То есть вот как я рассказывал, что раньше неделя могла бы пролететь, а здесь один день. Один день идет как неделя. И, наверное, просто набор событий нивелирует все в одно какое-то настроение. Но оно хорошее, оно позитивное, оно вот в принципе, наверное, чуть-чуть даже лучше, чем было до войны, потому как ты был
чем-то озабочен, у тебя были какие-то планы, я от себя очень критично всегда требовал чего-то. Я себя заставлял вставать, идти, потому как нужно сделать в жизни вот это, вот это, вот это. Благополучие, позаботиться, что-то сделать, настроить, какое-то свое увлечение довести, то сейчас объективно от тебя я понял, что этого не требуется на данный момент. Непонятно, что будет дальше, но сам непроизвольно получилось, что ты сам это просто делаешь. Ты просыпаешься, и тебе сейчас нужно сделать как можно больше всего и выполнить больше задач, так как это поможет тебе завтра. Вот так вот, по чувствам и эмоциям. Нечем поделиться, к сожалению. Какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? Есть ли какая-то история, связана с этим местом? Наверное, самое любимое место мое — это лесопарк. Здоровеннейшая здоровая лесополоса, большой спокойный лес, грубо говоря, который находится в черте города. Для города, наверное, это необъятный парк находится. Очень нравится кататься на велосипеде, гулять, потому как это парк находится рядом с моим домом. И через этот парк можно попасть абсолютно в разные места города. В нем тихо, спокойно, очень отличная природа, он разноуровневый, в нем очень на велосипеде мне нравится всегда ездить. А вот история, которая связана с ним, как раз, собственно, наверное, это история знакомства с этим парком. Я учился в институте, и дорога, грубо говоря, состояла из пересадки одной-две на маршрутках, либо на троллейбусах. Но вся дорога объезжает этот парк. И однажды утром, просто уже уставший от длительности каждый день поездок, я подумал, я вышел очень рано заведомо, прогуляюсь-ка я через парк, напрямую в сторону института. Это была увлекательнейшая дорога. И я пошел просто через лес, через парк, примерно понимая направление. И вот впервые увидел, насколько оказывается рядом с домом природа. Насколько склоны, холмы, густой лес, какие-то поляны, опушки, видна телевышка здоровеннейшая, ты проходишь, грубо говоря, там, ближе всего к ней там и видно. И вот я долго шел, и по пути выхожу в базу отдыха, спортивный какой-то лагерь со спортивными полями, футбольными полями, баскетбольными полями. Надпись большая, лыжная база. И вот за этот поход я просто был удивлен, насколько просто досягаемости там. Дорога заняла буквально до института час с копейками. На маршрутке я ездил обычно минут 30, 40, 50, в зависимости от ожидания. А здесь за час с копейками я просто увидел такой большой мир, который, грубо говоря, по пути из дома ты выходишь и можешь гулять. Не промахнулся с направлением. Пришел в институт, и после этого очень много раз и с друзьями, вот мы, заканчивая институт, шли домой пешком, потому как много всего интересного. По пути детская железная дорога, по пути речушки небольшие. Вот, в принципе, наверное, из любимых мест это лесопарк. Какое у вас самое любимое заведение для досуга? Наверное, оно не в Харькове будет, а в Харьковской области. По пути за Старым Салтовым, отдаляясь от города, есть здоровеннейшее водохранилище. Оно само по себе живописное, но там я нашел замечательнейшую небольшую придорожную кафешку-ресторанчик. Он находится вот классически как у дороги. Рядом больше нет других заведений, какой-то обычный старый магазинчик. Неприметный вход, неприметный домик. Но когда ты заходишь, ты попадаешь на здоровеннейшую территорию. Сосновый лес ее окружает. Фонтаны работают. Стоят отдельно беседочки, далеко расположенные друг от друга.
нереальнейше тихо, комфортно. И вот это место для досуга, я каждое лето старался туда попадать, и по мере возможности не один раз. Хозяйское заведение, в котором очень классно готовят, но сама вот обстановка и сама территория. Обычное простое заведение, но в самом, наверное, вот для меня из всех, что я видел, непростом месте. Тихо, спокойно, вот это там. Есть ли у вас на данный момент возможность посещать свои любимые места? К сожалению, нет. К сожалению, из-за того, что сейчас произошла война, я не могу пойти в свой любимый лес, который называется лесопарк, который рядом с домом находится, через который я много времени ходил в институт просто. Я не могу поехать в свое любимое место вот, в Старом Салтове, которое вот, с прекрасным, просто умиротворяющим для меня местом, чтобы покушать, поужинать, пообедать, либо утром попить чашечку кофейку, потому как то место вообще сейчас на оккупированной территории. Непонятно, когда это все разминируют. И объективно я понимаю, что, наверное, в свои любимые места я в ближайшие 2, 3, 4, 5 лет вообще не смогу попасть. И это очень, в принципе, аж даже больно и обидно. Потому как, что касается леса рядом с домом, он изо дня в день я там бывал. То есть это то место, в котором я, наверное, провожу больше всего времени. И то место, которое вот мое любимое в Старом Салтове, я объективно понимаю, что сейчас не смогу попасть туда. Просто не смогу попасть, не смогу ни друзей повезти, показать. Вот так вот происходит с любыми местами. И все остальные места, которые, их много, в основном это леса, озера, какие-то живописные места для палаток, для походов, я понимаю, что все, они заминированы. Туда идти нельзя будет, пока вот не станет безопасно. Какой у вас самый любимый праздник и где вы его обычно празднуете? Новый год. Самый любимый праздник – Новый год. С самого детства это было длинное, большое мероприятие. Ожидание подарков, которое не осталось даже сейчас во взрослом жизни. Ты ждешь подарков, ждешь праздника, ждешь чудесной атмосферы, которая вот сказочной до сих пор сохранилась. Падает снег, куча вокруг людей, которые находятся в праздничном настроении, гости. По отмечанию обычно мне вот с самого детства везет. Я всегда Новый год отмечаю где-то у соседей по соседству, вот просто самая идеальная вот соседняя квартира, много лет. Далее соседний этаж. В другие времена где-то в гости, но тоже по-местному. И так совпадало, что это выбор места не только по удобности, а друзья находятся там, и та компания, с которой хочется встретить Новый год, оказывается как раз вот рядом с тобой. Потому как я терпеть не могу просыпаться где-то не дома. Всегда должна быть доступность пойти домой, что-то взять, что забыл, а обычно я очень большой забывака. И какие-то подарочки, мелкие сюрпризы, презенты, чем-то удивить, порадовать или что-то полезное, я вот частенько много чего забываю, и вот я люблю праздновать где-то рядом с домом. Дома редко, дома не получалось как-то, потому как родители в гости уходят, у них свой круг общения, ну и у нас получается у молодежи тоже. На втором месте тоже отмечу, мне всегда с детства нравился праздник Пасхи. Это уже, можно сказать, что праздник, которого сейчас не хватает. Семья собиралась огромнейшим большим составом. Бабушки, дедушки, родители, все родственники, братья и сестры родителей. И мы всегда собирались в деревне с большой дружной компанией на 1, на 2, на 3 дня. Ходили на кладбище,
проведывали родных, которых не с нами. И с самого детства это также был вот праздник, наполненный целый день событий. Начиная с самого вечера, ночи подготовки, можно было не спать, наблюдать, как мама с бабушкой готовят еду, паски, варят яйца. И с самого утра это куча людей, это мероприятие, все встречаются, все знакомятся, общаются. Та же самая игра на бытка, она, когда яйца бьют, кто разобьет чье, она останется на всю жизнь. Но, к сожалению, опять-таки тоже вот это одно из тех мест, это город Волчанск, где мы всегда праздновали. Вот. Тоже в ближайшее время, в эту Пасху мы туда не попали, и потому что оккупированная территория, и дальше мы, наверное, тоже не сможем туда попасть, либо как-то комфортно ездить, как мы раньше просто могли ездить. Вот по праздникам, наверное, так. Как бы вам хотелось в этом году отметить день рождения и в каком месте? Ой, война в этом году просто разломала, разрушила всю жизнь, к которой ты стремился, пытался. Я очень хотел отметить день рождения в Старом Салтове, недалеко. Ну, в Харькове есть такое место. Мы в прошлом году нашли просто восхитительное, удивительное место для палаточного городка на очень много людей. Мы его почти очистили, подготовили для комфортного отдыха. И я вот в прошлом году нам повезло с погодой, а в этом году я хотел собрать максимально всех друзей туда. Там, во-первых, очень комфортно и очень классно. То место, которое, вот, грубо говоря, сделали из него дом. А второе, очень много делились впечатлениями, рассказывали, как мы провели лето, друзья. Все хотели это увидеть. И я очень хотел большую, вот просто гулянку, чтобы те, кто могут, приехали хотя бы там на неделю, те, кто не могут хотя бы на один день, и собрать просто пир на весь мир. Чтобы было застолье, костры, мангалы, гитары, купание, чтобы просто все бесились как дети. И вот опять-таки эти планы разрушили, поэтому в этом году я надеюсь, что удастся найти какое-то безопасное место на природе. Однозначно очень хочется собраться на природе. Хотелось бы и родителей, но это очень сложно сейчас будет вопрос, особенно на природу, куда-то их вывести. Это небезопасно, это будет очень сильно для них неприятно. Надеюсь, что вот в этом году все-таки смогу свой день рождения на природе отметить. Так. Как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников? Абсолютно нейтрально. По поводу улиц я считаю, что в принципе любые названия это просто навигация. Это навигация по городу, чтобы понимать, запоминать место. Какой-то для меня роли не сильно влияет. Наверное, просто привычность. И если какие-то где-то переименования, то, возможно, может какая-то легкое неудобство может возникнуть. А так, в некоторых странах улицы цифрами просто и порядковыми номерами называются. И если бы даже сейчас бы просто с букв, с названий, с имен, с фамилией бы улицы бы поменяли бы просто на числовые какие-то значения, я не думаю, что какой-то у меня в этом плане был дискомфорт. По поводу памятников, то же самое. У меня никогда к памятникам не было никакого соотношения вот отдельного, сверхъестественного, либо какого-то внимания. Опять-таки вопрос привычности. То есть, к примеру, там было непривычно то, что не стало там памятника Ленина. И то, опять-таки, потому как, наверное,
всю молодость просто вот было привычно там, где встретимся? Да, встретимся возле памятника Ленина. А если там будет любой другой памятник, либо какое-нибудь сооружение, фонтан примечательное, я тоже, вот сейчас этого нету, но мне кажется, вот одна вот поправка была хорошая, что вместо примечательных мест, если их производят демонтаж, то нужно там сделать другое достопримечательное место, потому как, собственно, возле этого памятника, либо возле этого фонтана привычно встречаться с друзьями, с знакомыми, с любимыми. Ну, такое отношение к улицам, к памятникам. А как вы думаете, могут ли люди удостаиваться, по вашему мнению, чтобы в их честь называли улицы и сооружали памятники, стелы? Для меня это всегда было непонятно. Возможно, у меня не было опыта, чтобы там, осязаемого и воочию, чтобы человек, например, что-то делал, ты его видел, знал, наблюдал, потом его не стало, и в честь него как бы что-то сделали. Но в противовес, да, как бы что-то делать нужно. К примеру, я учился в авиационном институте и был в Царствие Небесное очень хороший дядечка-ректор. Но ставить ему памятник как-то было бы стереотипно. Вот если бы, например, поставили... Он был высокий, статный дядька, и вот что-то нужно было поставить вот высокое, значимое, но не памятник. В честь улиц тоже не знаю. Если бы человек, например, построил полностью улицу, вот, человек был строителем. Либо человек просто для себя строит дом, и вот он сделал какое-нибудь там товариство друзей, сообщество друзей, и сказал: давайте вот мы организуем новую улицу. Вот, не хотите ко мне присоединиться? И вот когда они вместе там собрали, либо он собрал клуб единомышленников, вот, всячески помогал, и вот организовали новую улицу, я объективно понимаю, что и считаю, что эта улица должна вот носить как бы... Ну, обычно называют фамилии, но я бы уж ходил бы и в памятниках, и в улицах от стереотипов. То есть не фамилия, а вот как захочет человек. Вот даже это может быть просто сокращенное имя, которым его там кличут, называют друзья. Вот чтобы эта улица была вот... Ну, ее человек построил, сделал. Остальные улицы, как бы, ну, тяжело для меня, как бы, там, я не провожу для себя ассоциации. Вот если там улица там в Харькове, там улица Сумская, там, к примеру, Сумов, улица Харьковская. С одной стороны, может, какая-то есть приятность солидарности городов, но в обычной жизни ты не мыслишь такими понятиями. То есть это можно, если задумываться, что да, там может как-то вот дружим городами, ну, опять-таки это все неосязаемо. Посему нужно ставить стелы, но мне кажется, уходить от стереотипов. И дать возможность людям, если человек, вот у него сейчас есть желание что-нибудь там просто вот сделать красивое, большое, я бы разрешал. К примеру, он из старых колес, ну, старые колеса, наверное, не очень пример, например, человек-кузнец. И вот помимо своей работы, основной деятельности и производства товаров, благ, либо помощи, он занимался чем-то, создавал свой какой-то шедевр, то есть свою какую-то конструкцию. И вот должна быть возможность, чтобы он в один сказал момент, вот, я бы хотел, если это будет уместно, чтобы ею полюбовались все. И вот нужно давать возможность, то есть, чтобы человек мог поставить эту конструкцию, в зависимости, где это будет место, правильно, неправильно, уместно, неуместно. И вот пусть она стоит, пока она людям будет приносить какое-то там непосредственное удовольствие эстетичное, обращать на себя внимание. Как только она перестанет быть актуален, я считаю, что можно вот переносить ее в какой-то либо архив. Тоже почему бы не сделать как бы там
кладбище памятников стел. Ну, это всегда красиво. Любые стелы, когда они сделаны со вкусом, это красиво. К сожалению, у нас мало таких, которые действительно бы... Вот, ты подходишь и говоришь «Вау». Спустя много лет ты подходишь, как я здесь давно не был, «Вау». Друзья приехали, родные приехали из других городов, либо просто вот гости, чтобы такие вот становились и говорили «Вау». Вот этого не хватает. Однозначно вот какие-то такие создавать конструкции, которые бы впечатляли, нужно. Абсолютно нужно, тем более у нас промышленный город. И те же самолеты. Много самолетов стоит вот авиационный завод. Они стоят на территории авиационного завода, и туда нельзя было попасть, просто посмотреть на них. Я вот думаю, нужно было какую-то часть территории, которая вот не используется, просто вот сделать галерею, поставить самолеты ближе туда, не оградить самолеты забором, а вот чтобы завод огородился забором, самолетики стояли, и вот непосредственно сделать какой-то небольшой там авиационный парк. Та же самая история со всеми другими вот заводами, предприятиями, которых у нас очень много, и создавали они интересные вещи, и вот не должно прятаться, то есть если что-то где-то стоит, большое, красивое, интересное, либо маленькое, небольшое, но вау, оно должно стоять, чтобы можно было прийти на него посмотреть. Думали ли вы о переезде из Харькова в более безопасное место? Да, да. Думал, всегда думал. Вроде бы поначалу сопротивлялся с желанием, что надо освоиться, надо посмотреть, как бы небезопасные могут быть все места, все места абсолютно в Украине одинаково подвержены любому риску. Но сейчас, посмотрев на ту обстановку и пожив просто 3 месяца в войне, я бы, наверное, я не знаю, оказаться сейчас, потому что хочется быть полезным. Но если как бы помогать и заботиться будет неком, я бы все-таки некоторые ночи без сна и напряжение от того, что всегда ты собранный, всегда ты слушаешь, что вокруг происходит, я бы обменял на то, чтобы где-то спокойно бы сидеть в каком-нибудь небольшом домике, возле леса, возле поля, в лесу, на поле, и просто вот копаться в небольшом огородике, и в конце вечера спокойно пить чай, сидя в кресле и слушая тишину, а не вспышки, взрывы, новости, шум тревог. И второй очень большой аспект, точно так же родители. Я очень не хочу, чтобы они сейчас вообще где-либо оказывались, какой-то шум. Но оно им не нужно, но у них была хорошая, нормальная, спокойная жизнь. Они хорошие люди, и им сейчас вот просто мне смотреть на то, как они стареют не по дням, а по часам, как они устали от этого всего, вот, да, вот, и возможности, и когда появится желание, однозначно безопасное место. Безопасное место. И всем порекомендую это. А ваши друзья, соседи уехали из Харькова или остались в городе? Да. Друзья и соседи, кто убежал, даже вот я бы обозначил 3 типа людей, это родственники, друзья и соседи. А родственники одни из первых попрыгали в машину, и на большое удивление о своем уезде они сказали уже после самого факта уезда. Друзья также. Соседи просто выбегали в день начала, в утро начала войны. Многие соседи выбегали с сумками,
в попыхах прыгали в автомобиле. Это было, происходило как бы утро, сначала шло время там на минуты. А потом это часы происходят, там людей меньше, но все равно люди выбегают, уезжают. Потом уже как бы первые дни войны люди, не те, кто уже там, менее спешно собираются, тоже уезжают. И также друзья. Я уехал, я везде уехал. Мы в безопасности, мы уехали. Вот, родных не осталось. Сейчас некоторые повозвращались, а так вот практически все, кого ты знал, уехали. И, наверное, первый месяц, в конце первого месяца возникла такая вещь, что ты соскучился за не просто за конкретными людьми, знакомыми, друзьями, родными. Ты соскучился просто за знакомыми тебе лицами. Не просто там приятелями, с которыми ты повседневно где-то здороваешься, либо привычные продавцы в магазинах, знакомые продавцы, а вот ты соскучился просто за лицами, родными лицами, которых ты вот видел, наблюдал, общался, дружил, были родственниками, праздновали праздниками, их не хватало. Вот. Такой вот интересный фактор. Я на мысли себя поймал, что вот как только первых кого-то видишь, родных, друзей, близких, и вот, давайте никуда не торопиться, давайте сядем, пообщаемся, давайте придите к нам в гости, либо мы придем к вам в гости, давайте просто сейчас никуда не убегайте, потому как, просто вот было реальнейшее чувство одиночества весь месяц, первый месяц войны. Потом как-то и люди чуть-чуть вернулись и привыкли жить с таким состоянием снова. Вот такое вот, да, было. Остались ли в Харькове родственники, друзья и соседи, с которыми вы продолжаете общаться? Родственники... Нет, вот у меня всегда разделение. Родители остались. Родители, да, остались, а вот что касается родственников, нет. Но они сейчас вернулись. Вот. Некоторые вернулись, единицы. Друзья разбежались все. Друзья разбежались все друзья, которыми ты проводил время, контактировал, как-то вот вместе жили, двигались, они уехали. Знакомые тоже, наверное, сменился полностью круг общения. Что касается вот друзей и знакомых, за последние 3 месяца друзья и знакомые стали новые. И нельзя сказать, что лучше, хуже, нет, просто вот стало по-другому. Очень бы хотелось бы, как раньше. Ничего не хочется менять, что происходит сейчас. Но однозначно скажу, что всех хочется собрать в будущем, чтобы все были целые, все были в мире, познакомить. Вот такое вот с друзьями, родными и знакомыми. А родственники вернулись, вы с ними перестали общаться? Мы не перестали общаться никак. Мы очень за ними соскучились. Но при этом как-то все равно не видимся. Все равно видимся редко, как виделись до войны. Наверное, даже реже, потому как хлопоты, заботы. Добавилось хлопот, забот и у нас, и у родственников. В первые дни, да, провели некоторое время, но потом в сравнении с прошлой систематичной жизнью до войны, когда был понятен график, там, ты утром просыпаешься на работу, едешь в такое-то время, в такой-то день недели, вечером ты освобождаешься в такое-то время, у тебя есть выходные, было проще находить время на общие посиделки, встречи, а сейчас каждый день как будний день, и в то же время там иногда каждый день будний как выходной. Все перемешалось, и все как-то вот заняты своими хлопотами, заботами. Очень не хватает общения.
Каким способом вы общаетесь с друзьями, соседями, родственниками, знакомыми? В основном это сейчас остались переписки в мессенджерах. Все реже созваниваемся. Раньше подолгу, там, первые дни войны разговаривали по телефону, общались, но в один прекрасный момент, наверное, у всех этот синдром появился. Захотелось тишины. Из всего шума войны захотелось тишины. Общение свелось... Перестали созваниваться, общение свелось больше к мессенджерам. Ну и какие-то редкие встречи это с теми, кто здесь. Кто в городе, кто вернулся. Потому как мы еще никуда не уезжали из города. А те, кто вернулся, как бы... В основном переписка. В основном переписка, чаты. За всю войну ни разу ни с кем, сейчас себя ловлю на мысли, ни с кем не созвонились по видеозвонку. Странно. Ну, вот так. Какое у вас отношение к переселенцам внутри Украины? Я, наверное, как к туристам. Абсолютно нет никакого... Ну, появилось, да, новое слово «переселенец». В жизни, ну, никак людей для меня в отдельную категорию не обозначил. То есть я просто знаю, это люди, которые там уезжали и вернулись. Отношения обычные. Классно, что вернулись. Но из-за того, что идет война, про каждого человека, кто уехал, кого вот можно назвать переселенцем, однозначно можно сказать: хорошо, что вы уехали. Хорошо, что вы уехали, не возвращайтесь. В нашем городе хуже, чем во всех остальных городах, не возвращайтесь. Те, кто вернулись, ребят, в первую очередь, зачем? Куда? Зачем вы? И во вторую очередь, мы очень-очень рады вас видеть, рады видеть знакомые лица. И, наверное, самому бы хотелось завершить все дела и поехать в каждом городке, в каждой области, побыть переселенцем, чтобы увидеть друзей, родных и знакомых, которые сейчас не близко, которых не можешь просто по звонку пригласить на встречу. Вот. Хотелось бы самому побыть переселенцем, там, недельки по 2, по 3 в каждой области, чтобы всех повидать, увидеть города, которые раньше, там, может, не задумывался о них, а сейчас в новостях ты эти города увидел, и у каждого города появилась для меня какая-то душа, какая-то отдельная история, отдельный набор людей, отдельный набор друзей, знакомых и родных, которые сейчас в этом городе либо области. Так что вот такое отношение. Какое у вас отношение к украинцам, которые выехали за рубеж? То же самое. У меня к ним нету какого-то особенного отношения. Все, кто уехали, опять-таки скажу, вообще молодцы, хорошо. Сейчас с точки зрения безопасности вы будете в безопасности, вы будете накормлены, напоены, у вас точно ничего не может случиться, не будет недостатка еды. Хорошо, что уехали, молодцы. Второй вопрос. Очень завидно. У людей получилось путешествие, которое всегда мы все откладывали, не получалось из-за работы, из-за домашних хлопот, из-за какой-то текущей суеты. Ты это все откладывал. А здесь люди такие, оп, и отправились в путешествие. Да, конечно, там причина не очень красочная, это не отпуск, но при этом, как я понимаю, в очень комфортных условиях довольно-таки у всех состоялось путешествие. Мы молодцы. Все, кто смог уехать, у кого была возможность, смелость и желание, я вот
очень рад, в первую очередь, с точки зрения безопасности. По вашему мнению, вернутся беженцы назад в Украину после окончания боевых действий? Да, думаю, да. Уже даже пример тех, кто вернулся. Сразу сказали, очень соскучились за дом, очень не хватает. Мы приехали туда, куда мы уехали, вообще прекрасно, хорошо. Мы себя чувствовали комфортно, но это не наш Харьков, не наша Украина. Мы очень хотели домой, везде все чужое. Хотелось просто к себе, родной лес, родной источник, родные магазины. Сходить даже просто в свой родной супермаркет АТБ, этого очень не хватало. Я думаю, что когда война закончится, те, кто найдут себя клевые, прикольные места, им там будут нравиться, наверное, останутся. Но большинство все будут здесь. Все будут здесь, потому как каждый день звонят, пишут, спрашивают, что у вас, как там, а это целое, а дом цел, а как вообще обстановка, ой, да нам хочется вернуться. Я думаю, что вот никуда не денутся, все вернутся, и хотелось бы всех увидеть здесь, всех, чтобы город жил, как жил до этого, своим привычным, обычным мирным руслом, не было войны, и пусть не надоевшее, как это раньше было, что ты видишь одни и те же лица изо дня в день, за этим всем соскучились, хочется видеть одни и те же лица каждый день. Пусть возвращаются все, чтобы... Пусть сначала здесь будет все станет настолько комфортно, чтобы вот люди, кто захочет, могли бы вернуться. Мне бы очень хотелось, чтобы все обратно были здесь. По вашему мнению, как изменилось отношение между людьми в период военного времени? Сложно сказать. Потому как сначала люди вроде бы стали ближе, стали контактнее, но в то же время с течением недели, месяца, 2 месяцев возвращается все на круги свои. Да, обзавелись новыми друзьями, новыми знакомыми, сменились круги общения, но я думаю, если сейчас взять со стороны время до войны и вот время после войны и посмотреть на людей со стороны, я думаю, отличий не будет. Все вернулось. Когда, во-первых, были неудобства, когда наполнялось все страхом, когда было шумно очень сильно, когда закрывались магазины, вот когда была первая вот эта вот паника, предпаника, у кого у всех по-разному, да, вот тогда было вот ближе, с каждым можно было сконтактировать, с каждым можно было пообщаться, нигде не было видно никаких ссор со стороны. Но сейчас все возвращается в привычное русло. Люди точно так же гуляют, здороваются, люди точно так же не гуляют, точно так же не здороваются. Последнее, вот спустя время войны, определенно все вернулось на круги своя в плане общения людей. Что для вас сейчас есть самой большой ценностью? Самой большой ценностью является то, что, невзирая на все события, удается сохранить себя, родных и привычный образ жизни. То, что все на месте, все на месте из самых близких. И вот то, что живем, продолжаем жить, вот это вот ценность. Других ценностей, их не особо было у меня много.
да и как-то вообще нельзя было ничего выделить. Но вот для себя иногда я подчеркиваю о том, что ценность, что невзирая на ситуацию, на обстановку, осталось практически все на своих местах и прекрасно. Как вы сейчас относитесь к материальным ценностям? Материальные ценности, что мне нравится в мире, они ушли вот вместе с моим отношением, которое, ну как, точнее, как мое отношение, вот, стало все везде. Ценности материальные ушли на второй план. Особенно та самая первоочередная материальная ценность, которую все всегда брали во внимание, деньги, ушла на второй план. Другие материальные ценности в плане еды, полезных всех необходимых вещей, мне кажется, даже их стало как-то больше и доступнее сейчас. Да, может, чего-то ты и не найдешь, чего тебе хотелось, но при этом под боком оказывается очень много другого. Я думаю, материальные ценности в сравнении с ценностью того же спокойствия, здоровья, с ценностью общения и вот с ценностью, чтобы не было одиноко. Вот все материальные ушли куда-то дальше. Есть ли у вас предмет, вещь, которую вы дорожите и храните рядом с собой? Вот, тут тяжело в какую-то одну вещь выделить. Я Плюшкин. Я все вещи считаю полезными, и если бы с собой можно было бы носить как бы много по весу любого груза, чтобы это никак не влияло там, на твою усталость, я бы с собой бы много всех вещей бы взял. Одну вещь, которая рядом с собой, наверное, нету. Вообще нету. Все бы вот вместе взять, да. Вот все загрузить в какой-нибудь там вот такой вот большой грузовичок, автомобильчик. И вот на нем, наверное, как все привычно на работу ездят с работы, на отдыхе, к друзьям ездят. На машинах я бы вот ездил бы грузовиком со всем набором вещей, потому как вот каждая штука, там, тот же вот, набор аккумуляторов на все случаи жизни. Вот он нужен. И сейчас ставить на там, какие-то весы, что с собой ценнее, там, взять еды либо взять аккумуляторов, я бы уже вот сомневался. Наверное, это аккумулятор. Я Плюшкин, тяжело, нету ни одной вещи. Далее, те вещи, которые, там, к примеру, я очень любил часы свои, и я за них настолько переживал, что я обзавелся такими же вот в нескольких количествах. То есть у меня часы, я их ношу, но у меня есть 10 запасных, таких же точно, один в один. И я не привязываюсь к одним. То есть я спокойно могу взять вторые такие же, то есть мне нравятся вот просто они. Но при этом как-то я, если что-то с ними произойдет, я знаю, что есть запасные. Вот если будут одни, тогда да, тут будет очень большой вопрос. То есть, ну, наверное, из всего, что со мной, это часы. Да. Вот часы, то, что такой предмет, вот они везде всегда со мной. Ну и то, как бы они не одни такие, вот, то есть. Вот так. О чем вы на сегодняшний день мечтаете? Я хочу на море поехать. Я очень хочу поехать на море. Просто вот к нему приехать и вот просто сесть на берегу и смотреть на него. Это вот одна мечта, она была последние 2 года, не получалось, и я уже, ну как даже, не последние 2 года, на море я не был давненько, на последние 2 года я уже все, то есть я хочу, мне оно снится, мне очень туда хочется. И сейчас вот просто это меня разрывает, тут я и еще проблематично на него стало поехать.
А я собирался, надеялся, хотел. Даже вопрос уже, как оказалось, не вместе с этой войной. А, Если до этого ты хотел на Морько поехать вот именно туда, на Морько, и увидеть вот то Морько, которое там было, то сейчас просто хочется поехать на море. Вот это вот мечта из всех мечт. Одна, единственная. Больше других сейчас вот с ней даже нельзя равнять. Вот я хочу на море. Что вы сделаете в первую очередь после окончания войны? Я поеду на море. В первую очередь после окончания войны я все брошу. Абсолютно. Я не буду долго собираться. Я не буду ничего думать, гадать, планировать. Я вот максимально однозначно думаю, не будет против, в машину посажу жену, постараюсь в машину посадить родителей, взять максимально точно так же с собой на храпом друзей и сказать: ребят, давайте вообще не усложнять, ничего не планировать. Вот вчера закончилась война, давайте поедем на море. Давайте поедем на море, погреемся на солнышке, там все обсудим. Вот давайте приедем и просто вот на него посмотрим. Что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? Я думаю, будет в будущем два варианта. Либо это будет затянувшееся подобие 90-х годов, когда будет очень много дискомфорта в жизни в плане вещей, еды, одежды, до всего. То есть мне кажется, что эта война просто нас откатила в развитие удобства, в развитие налаженности, в развитии всего, как бы и в красоте. Нас эта война откатит на несколько десятков лет назад. Не будет, мне кажется, настолько уже свободного времени, чтобы что-то создавать. Наверное, в ближайшее время, после войны, долгое время мы будем возвращаться к той точке, в которой мы были переданы. Это первый вариант. Второй вариант, либо если все-таки люди получают опыт и его используют, плюс если нам помогут, вот все, как бы, кто могут, с других мест, где не было войны. Если нам помогут, то я думаю, просто даже хотя бы словом, хотя бы вот просто давайте, у вас все получится. Я думаю, будет все гораздо красивее, ярче и громче, чем было до войны. Я думаю, в будущее Украины такое. В политическом я не знаю. Тяжело судить, что будет. Я могу только лишь судить вот в плане удобства, комфорта и обыденной жизни, то есть повседневной. Магазины, вещи, перемещения, передвижения, места, декорации, архитектура, то есть все осязаемое. А остальное не знаю. Не знаю, вот. Настроение людей вопрос для меня большой, с каким настроением мы войну закончим. Потому как вроде бы сначала все были грустные, были задумчивые, были люди, как бы, которые все равно сохраняли позитив. А потом грустные, задумчивые как-то стали менее грустить и более стали общительными, но при этом люди, которые были всегда позитивными, зажигательными и старались максимально, невзирая на всю войну, сохранять свое настроение, они начали понемножку угасать. Я думаю, что будет усталость, будет серьезная усталость после войны, будет череда плохих и хороших настроений, а общее среднее настроение, мне кажется, хорошее точно будет не скоро. Ну, много насмотрели всех картинок, и если как бы мы там к ним вообще нормально уже относимся спустя третий месяц, то даже хорошие отношения внутри ты просто устал. Ты просто устал, и уже приходится натягивать улыбку, приходится как-то вот заставлять себя смотреть на красоту, на позитив, позитивными, красивыми глазами.
становится тяжелее. Чуть-чуть вот как-то перегорели. Ну, дай бог, чтобы все равно так же при поддержке, либо просто после победы, чтобы все такие: ого, или фу, слава богу, наконец-то, наше солнце, наше все вокруг. Никто на это не претендует, никто нам не угрожает, такие: все, победили, давайте теперь просто вот нам ничего жить не мешает и будем в позитиве. Наверное, вот хорошо, если бы такой был сценарий. И в первом примере, в плане текущей жизни, точнее, аксессуаров текущей жизни, и в плане внутреннего настроения, чтобы вот было по двум сценариям, чтобы мы быстренько все съездили на морика, быстренько перегоревали все, и быстренько все подмели, подстроили то, что было разрушено, и все, давайте наконец-то жить для себя, а не куда-то бегать на работу. Людей, кем вы себя видите в будущем и какие у вас планы? Сложно ответить на этот вопрос очень. Наверное, с планов начну. В зависимости от ситуации. В будущем мне бы хотелось бы в более стабильном, более безопасном, в длительном промежутке времени оказаться вместе. Если это будет мой город, где я сейчас нахожусь, я буду вообще в комфорте прекрасно. Но либо любое другое место на планете, где закончится наконец-то вся вот эта вот череда и чехарда каких-то событий, на которые ты не можешь повлиять. Революция, война, до революции еще были какие-то политические, не могли люди между собой, там просто соседи договориться и спорили на ровном месте ни из-за чего. До этого Чернобыль. Я в будущем хочу оказаться в месте, в котором есть эти места, я их вижу по планете. Это просто, да, это другие города, страны, континенты. Это совершенно другие климатические пояса, в которых просто ты не будет вот этих глобальных спонтанных факторов, которые вот у нас происходят постоянно. Вот я хочу быть в том месте и планирую. То место, где не будет революции, не будет войн, люди не будут целыми днями разговаривать о политике, где люди целыми днями не будут разговаривать о деньгах, хвастаться своими материальными ценностями. Я хочу просто там, где ты просто оказаться там, где ты просыпаешься, пьешь что тебе хочется выпить, кушаешь что ты добыл и что сейчас хочется есть. И спокойненько ты думаешь, чем тебе заняться вот в ближайший час. А не так, что ты понимаешь, что тебе нужно что-то делать в ближайшие, вот сейчас, ныне, но точно месяцы. То есть военного этого времени. То есть тебе что-то нужно будет сейчас делать, и ты уже знаешь, что тебе нужно доставать еду. Тебе хочется и нужно помочь. Тебе хочется победить, и для победы нужно сделать, и ты понимаешь, что там нужно сделать вот. Я хочу оказаться вот после этого всего и вообще в будущем, в том месте, в котором, чтобы ты себе на ближайший час думал, чем бы заняться. Придумывал себе вот каждый час, а не так, что вот надо что-то делать. Большое вам спасибо за интервью. Спасибо. Мирного неба над головой. Побыстрее побывать на море, чтобы оно было теплое. Спасибо вам большое. Вы послушали, и было приятно поделиться. Также желаю, чтобы было мирное время, было беззаботно и быстрее всем нам оказаться на море. Берегите себя. Спасибо большое. До свидания. До свидания.